Вы чувствуете, как вращается земля под вашими ногами? Вы тоже вращаетесь. Раньше я называл это автохламом. Этот автомобиль попал ко мне буквально на 3 дня, пока моя машина находится в покраске. Это Ford Fiesta. Необычайный автомобиль. Никогда не думал, что могу это сказать про эту машину. У нее громаднейший плюс – это остекление. Когда ты садишься туда за руль, никаких проблем нет увидеть что-то справа, слева, никогда никто не попадет в мертвую зону. На самом деле, я хочу эту машину сегодня похвалить. Я на ней проездил 3 дня. Мне ее дали в качестве подмены, потому что моя машина находится на ремонте. Подвеска очень мягкая. Естественно, мы теряем маневренность. Для кого эта машина подойдет? Она подойдет вот для таких, как я. Я на ней работал 3 дня, у меня есть и рабочая машина. Мне ее дали, кстати, что удивительно, без каких-либо ковров. Вот такая вот грязюка тут. На машине 92 тысячи километров. И более того, ребят, я хочу вам сказать, этот автомобиль, он меняет владельцев каждые 3 дня, максимум раз в неделю. При этом она едет, я не чувствую никаких ям, ни кочек. Вы знаете, даже на очень дорогих машинах я вот такого комфорта не видел. Удивлен это говорить про Б-класс. Крайне рекомендую машину Ford для повседневного передвижения в городе и прочее, потому что на ней ты не устаешь. Здесь есть классические старые переключатели. Бензиновая машина глазами тесловода. Здесь, в принципе, все понятно. Это даже удобно. Хорошо. Опа. А это что? Что бы я ни крутил, горит вот это. Вот. Это вот так, это вот так. Вот это я не знаю, что такое Лампочка как будто бы в салоне, наверное, лучше выключить. Потом вот это, видимо... Ух ты! Какая штука! Вау! Не знаю, куда она должна смотреть, но... Тут вот это, наверное, оно, положение фар. А это, наверное, подсветка внутри машины. Не знаю, вроде ничего не меняется. Но это по-любому противотуманки. Наверное, задние даже. Тут есть такая штучка. Вот это да! Вы прекрасно знаете, на каких машинах я езжу. И это немножечко удивительно, да? Получать похвалу Форду. 12 вольт. Едешь, засыпаешь. Смочил палец и туда. Все, бодрячок, ребята, я проснулся. Здесь я не знаю, что это. Это, наверное, гонки, листик, холодно. Разные времена года. Это тоже не знаю, что такое. Это что-то связано, наверное, с... Чтобы машина умирала на светофоре, а потом оживала. Ух, тут есть USB для задних пассажиров. Наверное, они будут довольны, когда есть такая штука. Подсветка. Ночью тебе не давит на глаза. Здесь хорошо подобраны комбинации приборов. Обзорность просто неимоверная. Что днем, что ночью. Немного расстроил обогрев стекла. Если посмотреть, здесь есть нить подогрева, и ты видишь ее, в общем. Коробка передач, несмотря на то, что механика, оказывается, вот эта вот форма кругляшки, она очень сильно влияет. Раньше были такие круглые, разные. Вот реально меня всегда бесила механика. Здесь, в принципе, в руке сидит такой большой пробег на машине, и при этом она еще едет, не скрипит, не разваливается. Я поинтересовался, как она вообще себя чувствует. Вполне нормально. То есть это подменная машина, которая каждый день получает под хвост. На ней немного дорого передвигаться, как и на другой машине. То есть вот 90 километров по городу я проехал, заправил 21 евро. Это нормально для бензиновой машины. Вот эти большие двери, удобно заходить, удобно выходить. Никакого дискомфорта. И особенно самое главное, это обзорность. Когда мы сидим, мы должны смотреть через плечо, проверять, едет ли там кто-то сзади, велосипедист или кто-то. Крайне удивлен, что Б-класс вообще вызвал у меня положительные эмоции. Это реально удивительно. Я думал, это какое-то ведро. По сути, оно ими является. Но, в принципе, за вот эти деньги, которые она стоит,
Купить ее можно было вообще там в пределах десятки. Но она дает неимоверный повседневный комфорт. Я бы, честно, с удовольствием на ней бы работал каждый день. Ничего такого понтового нету. Но вы не представляете, насколько как человеку она удобна, как водителю, который не вылазит с машины в течение рабочего дня. Ну, в переносном смысле, естественно, вылазим, но работа она связана с передвижением. При желании можно положить колесо. В машине довольно-таки нормальная шумоизоляция для этого класса автомобиля. Никогда в своей жизни я не ездил на Форде. Это был абсолютно первый раз. Кстати, забыл показать. Смотрите, какой заправочный лючок. Первый раз такой увидел. Easy Fuel. Не надо ничего крутить. Это вот какой бензин ей положен. У машины почти 100 тысяч пробега. Посмотрите состояние. Все как новое. Для повседневной работы, ребята, смело можно брать. Шумка есть. Блин, тяжелый, кстати, увесистый. Тормоза на этой машине, они просто дикие, если честно, ребята. Будьте аккуратны, к ним нужно привыкать. Ты чуть-чуть прикасаешься, вот, и она клюет. Видите, она клюет сразу же. Очень некомфортно, нужно привыкать, я думаю, это дело привычки, но они хватают сразу же при первом же прикосновении. И еду, плыву. Вот подвеска работает замечательно, и особенно, когда очень много кочек неровностей, ты сидишь, тебя не телепает. Да, нету боковой поддержки, нету ничего, никаких регулировок, но оно и не надо. 5 передач, они очень длинные. Вот это вот, допустим, первая. Смотрите. Расскажи, тебе понравилась эта машина? Она была у нас целых 3 дня. Да. Что тебе понравилось? Мне понравилось, что у нее вот такой рот. Как тебе внутри? Нормально? Да. Что ты еще хочешь про нее сказать? Она может быстро ехать. Да. И она делает вот так. Пока. Ну а сейчас мы едем возвращать ее, забирать свою Теслу и ездить дальше, не платить за 100 километров 21 евро. В общем, будем дальше мучиться и страдать. До новых встреч, пока-пока.